Итак, здравствуйте, друзья! Я решил все-таки снять это видео про распаковку наушников KOS Porta Pro Wireless, которые точно такие же, как и проводные, которые вот были когда-то у меня. Точнее, они вот есть, но другие. А именно, в них нет провода, или он там какой-то маленький. Как известно, вот в этих старых наушниках KOS вот здесь вот рядом с джеком перетирался провод, и они через пару лет переставали работать. Мой друг, коллега по работе пытался, Дмитрий, починить их, но все равно играют они только в одном ухе. Да и к тому же джек 3,5 уже вставлять, собственно говоря, скоро будет некуда. Все телефоны, особенно те, которые Apple, как говорится, без разъемов, даже переходники в последние модели не кладут. Поэтому надо двигаться к беспроводному, ко всему беспроводному. Итак, посмотрим же, что в этом пакете. Я его тут немножко надрезал. Давайте я его порву. Оп. Вот же они. Вот же они. Ну, выглядит так же, по крайней мере, на картинке, только проводок какой-то замкнутый между собой. Собственно говоря, совсем без проводка, наверное, не обойтись. По крайней мере, так решили инженеры KOS. The original KOS Stereophones. Тут есть картинка динамика. Есть встроенный микрофон и пульт управления. И какой-то классный вот кейс нарисован для переноски. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Давайте-ка посмотрим. Я даже присяду. Здесь отрезаем. Здесь отрезаем. Здесь отрезаем, да? Да. Так. Ну, что там у нас внутри? О, черная коробка, внутри белой коробки. Так. KOS. Черный. Ну-ка, как она? Снимается легко, это вам не Apple. О, я был прав. Собственно говоря, все как на картинке. Синий кабель. Аж посинел. Как говорится, у меня синий диплом, но красная морда, а не наоборот. Ха-ха. Шутка из студенчества. Это, наверное, надо снять. Кабель micro-USB, как говорится, в 2018 году, в октябре, micro-USB кабель для зарядки. Наверное, пора уже действительно переходить к USB Type-C, более продвинутым вещам. Так, что здесь еще? Здесь бумажки. Hearing is believing. Что означает слушать, это значит верить. Или слышать, это значит верить. Я небольшой специалист в английском языке. I do not speak English anymore. О, тут инструкция, как их подключать. Что-то все выглядит замуторным каким-то. Ну, надеюсь, разберемся. И вот он, собственно говоря, классный кейс. У меня такое чувство, что там внутри они лежат скрученными вот так вот, да? О, вот. Мне кажется, подходит так. Посмотрим-ка, проверим-ка. Это нам больше не надо. И вот он, этот кейс. Давайте его откроем. Синяя молния. Голубая. Синий кабель. Вот они, скрученные, как я и говорил. Все-таки интуиция меня не обманула. Расцепляем и видим, что это, да, действительно все как на картинке и на тех, что мы раньше видели в картинках. Наушники, которые точно такие же, как и были, но немножко другие, с вот этим вот кабелем, который как-то, мне кажется, уже перекрутился, и будет ли он перекручиваться, снова неизвестно. О, здесь вот я вижу здесь зарядное отверстие для зарядки. Ну-ка. Вставляется, как ни странно. Вставляется. О. Через вот эту штукотень он заряжается. Здесь вот громкость и, видимо, ответ на звонок. Я надеюсь, что это также переключение песен, потому что это очень необходимая штука. В старой версии был только старт-стоп. Видите, вот на пульте был только старт-стоп. Кстати, это KOS Porta Pro KTC, то есть это гарнитура, да, по которой можно разговаривать. Вот это был старт-стоп, очень, конечно, был сильная вещь, но вот следующую песню переключать тоже очень хочется.
Не знаю, проверим. Я, может быть, тогда запишу ролик вдогонку. А может быть, смонтирую к этому. О, хорошая идея смонтировать к этому, когда я их подключу, послушаю, как вообще они играют. Ну вот на этом, собственно, наверное, все. Наушнички выглядят хорошо. У них тут вот синяя внутри накладочка, а у тех была голубая какая-то. Вот. И блестят они также красиво. Ну, наверное, потому что новые. Складываются. Складываются? Складываются. Вообще огонь. Все как было раньше. Ну, для тех, кто знает, что такое COS Porta Pro и их замечательный звук накладных наушников, лучше я не слышал. Тем более за такую цену, которую они стоят, это вообще просто ураган. Все, до следующих включений.